У моего сына на днях день рождения. Он пригласил в гости мальчишек и заказал мне торт, который выбрал сам. А результат вы увидите в конце ролика. Для приготовления теста нам понадобится мука, ванильный сахар, обычный сахар, разрыхлитель, мак, ягоды. Можно свежемороженые, можно свежие и яйца. Я беру емкость, у меня кастрюля, такой удобный вариант для меня. И сейчас буду взбивать яйца сахаром. Сначала отдельно яйца, а потом уже из сахара. Разбили сюда все 10 яиц. И начинаем взбивать при помощи венчика. При взбивании масса увеличилась в 3 раза. Поэтому мне пришлось из маленькой кастрюли перелить все в большую. Поэтому учитывайте мои ошибки и сразу же берите большую емкость. Теперь добавляем сюда сахар. И продолжаем взбивать. Добавляем сюда ванильный сахар. И еще немножко повзбиваем. Теперь у нас осталась мука, ягоды и мак. И разрыхлитель. Разрыхлитель смешиваем с мукой. И постепенно просеиваем через сито муку с разрыхлителем, для того, чтобы мука была более рассыпчатой и без комочков. И медленно вот так вот смешиваем аккуратно. Добавим в тесто немного зерен мака. Они идут у нас как украшение. И перемешаем. Остались ягоды. Тоже их так немножко добавим. Они идут как украшение для теста. Главное не переборщить, иначе наше тесто будет плохо подниматься. Я думаю, этого количества достаточно будет. И так аккуратно перемешаем. Все. Теперь я взяла форму, проложила промасленной бумагой и будем выливать тесто. Ягоды можно добавить сейчас немножко еще. Если вы посчитали, что мало добавили ягодок, добавьте уже в залитое тесто. Так, и выравниваем, чтобы края были не пустые, чтобы тесто равномерно расположилось по форме, растеклось. Теперь форму с тестом ставим в разогретую до 160-170 градусов духовку. Прошло полчаса, можно проверять тесто. Берем деревянную палочку, спокойно открываем крышку и проверяем. Протыкаем. Если палочка осталась сухая, все, значит, все готово. Отключаем. И достаем наш бисквит. Оставляем его так до полного остывания. Бисквит полностью остыл. Теперь можно формировать торт. Внутри он будет смазан кремом, который состоит из сгущенки вареной и сливочного масла. Плюс будут фрукты, это бананы и киви. А сверху будет покрываться мастикой. Мастику я буду готовить из маршмеллоу и из сахарной пудры. Сахар будем превращать в сахарную пудру. Так, сразу же начнем заниматься бисквитом. Мне его надо разрезать вот так пополам. Это будет прямоугольный торт. Такой получился воздушный и нежный. Так, и желательно еще разрезать вдоль, то есть получилось 4 части. Возьму другой нож. У меня получилось вот таких 4 части. Теперь приступаем к приготовлению крема. Берем мерочный стаканчик. Перекладываем сюда сгущенку. Так, и добавляем
подтаявшее сливочное масло. Ну, почти половину надо. Так, теперь берем миксер, многофункциональную насадку, подключаем и делаем однородную массу. На крем у меня ушло 2 банки сгущенного молока и почти целая пачка сливочного масла. Приступаем к составлению торта. Отставляем 3 коржа, а нижний смазываем кремом. Кому нравится побольше крема, добавляем побольше, кому меньше, в общем, на своем усмотрении. Так, готово. Теперь идут фрукты. У меня бананы и киви. Первым слоем у меня пойдет киви. Нарезаем тоненько. И вот так вот выкладываем на поверхности. Теперь верхняя часть первого слоя. Мы ее тоже смазываем кремом. Можно тонко. И накрываем. Теперь сверху крем. Чуть-чуть еще добавим здесь уголочек. Так, сюда наверх пойдут у нас уже бананы. Тоже нарезаем тонкими кусочками. И выкладываем. Нижнюю часть второго коржа также тонко смазываем кремом. Готов. Выкладываем его на бананчики. Так. И выравниваем. Остался у нас последний слой. Самый верхний мы смазывать сверху не будем, поэтому это у нас последний. Крем идет. Теперь сверху выкладываем фрукты. Один ряд у меня пойдут киви, а следующий ряд бананы. И так чередуем. Сверху снова закрываем смазанный кремом коржу. Торт слегка можно прижать. И убираем часа на 2 пропитываться. Можно поставить в холодильник. Теперь торт нам надо выровнять. Надо придать ему овальную форму. Я буду срезать вот эти вот уголки. Ну и краешки тоже подровняем. Получается вот такой вот овальный тортик. Теперь готовим помадку, потому что сверху нам торт надо покрыть помадкой. Для этого я беру шоколад. Надо разрезать его на маленькие кусочки. И в то же время поставила пароварочку, то есть миску на воду. Будем плавить шоколад. Шоколад уйдет весь. Может быть, даже еще придется немного добавить. И добавим сюда еще кусочек сливочного масла. Помадка готова, я уже сняла ее с паровой бани. Так, а теперь будем смазывать помадкой, обмазывать весь наш торт. И верх, и боковые части. Все, выровняли поверхность и убираем застывать куда-нибудь в холодное место. Я поставлю на балкон. Сверху торт будем покрывать мастикой, а готовить мы ее будем из маршмеллоу. Ставим
на водяную баню. Огонь прибавлю. Добавляем кусочек сливочного масла. Так. Лимонного сока. Немного. И ждем, когда маршмеллоу начнет плавиться. Маршмеллоу растаял. Теперь добавляем сюда сахарную пудру. Именно сахарную пудру, не сахар. И замешиваем. Так, вот у нас получилась такая вот мастика, которую уже тяжело вымешивать вилкой. Можно переходить вручную. Но я ее хочу покрасить в два цвета, в желтую и коричневую. И оставлю еще немного мастики вот такого цвета, ну как она у меня тут, бежево-белая. Так, желтым красить я буду при помощи куркумы, а коричневый цвет у меня будет краситься при помощи какао. Берем немного сахарной пудры, посыпаем на стол. Сюда же добавлю какао. Вот так вот перемешаю. Теперь кусочек мастики, поделю ее, вот то, что у меня есть, на 3 части. Одна из них будет самая маленькая, а 2 побольше. Так вот кусочек берем. Я думаю, достаточно этого будет. И начинаем вот так вот смешивать. Теперь будем покрывать торт мастикой. Я беру желтую мастику. Для того, чтобы мастика не пересыхала, держим ее в пакетах. И взяла желтую мастику, она вот такая вот мягкая. И будем ей покрывать 2/3 торта. То есть вот так вот накроем. 1/3 оставим. Берем скалку. Руки обязательно смажу маслом. Скалочку тоже. И раскатываем мастику как тесто. Теперь, чтобы перенести мастику на торт, можно ее накатать вот так вот на скалку. Покрываем и хорошенько так вот обтягиваем. Теперь берем коричневого цвета мастику. Также разминаем ее перед использованием. Теперь руки опять я смажу маслом. Можно маслом также покрыть и стол немного. И начинаем раскатывать. Выкладываем коричневую мастику на нижнюю часть торта. Так. Если краешек ровненький, мы его просто подворачиваем под низ, прижимаем мастику, а лишнее отрезаем. Так вот. Выровняем и подрежем. Теперь сюда к брючкам будем прилеплять карманчик. Делаем из мастики такую заготовку при помощи воды. Вот так слегка смазываем. Вот. Прицепляем кармашек. И делаем такую вот строчку при помощи ложечки. Теперь прилепим бретельки. Лишнее можно отрезать. И тоже сделаем строчку с двух сторон. Делаем глазки. Я уже сделала вот такие вот заготовки. Теперь их прилепляем. У нас будет так смотреть вверх. Делаем человечку очки.
он был более смешной. Так. Дальше ротик. Ротик так вот смеется наискосок, улыбается. Теперь надо для очков такие дужки сделать. Также при помощи воды их прикрепляем. Из белой мастики делаем цифру 8, так как моему сыну 8 лет исполняется. Оп, и прилепляем на карман. Последний штрих. Делаем надрез. Немножко скручу. И мое творение завершено. Думаю, что дети оценят его. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!